Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что или кто идет в вашу жизнь? И ориентир у нас декабрь 2025 года. Не ставлю четких таких ограничений, рамок для этого периода, потому что у каждого тут что-то будет свое. И хотя за счет ретро-урана это, скорее всего, будет та история, которая имеет продолжение как минимум до конца января. Но все же мы говорим о декабре. И давайте с вами на картах старинного цыганского пасьянса, вот о событиях, что вас ждет. Через события мы как раз и узнаем. А я должна сказать, здесь ведь такой многоликий или даже переменчивый может быть декабрь. Это и вы сами где-то что-то можете передумать, не без этого, переиграть, когда изменить что-то. Но и буквально, когда периодами нам может казаться, что все стоит на паузе, словно все замерло, а потом вдруг какой-то момент, наоборот, убыстряется, жизнь набирает темп. И более того, это, знаете, может быть связано с тем, что много будет переездов, хотя до этого не было запланировано или вы даже не предполагали, где-то уже адаптировались к тому, что все идет своим чередом. Вот может быть такое, да, но тут еще и элемент такого как бы трансформации по времени, когда тоже было все достаточно понятно, спокойно, у вас какие-то планы были, или не было вообще каких-то грандиозных задумок, но здесь словно уплотняется время, и нам словно масса дел может в один день навалиться, и мы узнаем, елки-палки, надо было все сделать вчера. То есть мы можем, ну, знаете, как супергерои на максималках. Вот такое что-то может быть. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, правда? Поэтому у каждого тут свой период. Я даже затрудняюсь что-то сказать более определенным. Итак, давайте пойдем дальше и узнаем. Что же вас ждет? С кем или с чем будут связаны эти события? Смотрю я на картах пасьянса. Смотрите и вы, какие события идут в вашу жизнь. С чем или с кем это связано. А вот какие-то сомнения, вот что-то вы там думаете, будет так или не так, получится или не получится. Это ведь всегда тысяча неопределенностей. Может быть, вы ждете какого-то важного документа или словно новости, когда вы можете себе сказать «пора, вот сейчас пора действовать». Или когда вы ждете буквально, ну, когда словно звезды сойдутся, вот кто-то и так может сидеть и несколько подзастрять, что ничего не происходит. И я такое вполне допускаю. А может быть, вопрос какой-то быстро нерешаемый. Мы все разные. Смотрим дальше. И тем не менее, какая-то развязка, видимо, будет. Или какую-то бумажку вы подпишете или согласуете, или что-то вы получите, потому что корабль, и, кстати, один из символов Меркурия, ваша планета-управитель, но в нашем цыганском старинном пасьянсе это исполнение желания. Это немного желаний, потому что тут есть еще и колчан со стрелами. Кто смотрит давно мои расклады, это знает. Но если мы говорим о символе Меркурия, перемены, мои дорогие, ведь корабль всегда с символом перемен ассоциируется. И поэтому это могут быть какие-то маршруты новые. Вот я об этом говорила до карт. Сидели так вот, ничего не планировали, а тут что-то тут такое закрутится и более интересное. Как какой-то жизненный драйв. Перемены, смотрите, тут может быть связано с конкретным человеком. Цыганка, да, выпадает. Наверное, поэтому и называется цыганский пасьянс. Но вообще прописано значение «лицо». То есть это подразумевается тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Поэтому новое знакомство, почему бы и нет. Или какие-то контакты, которые вам, может быть, это как официальное лицо. Да? Ну, понятно, что там не совсем про личную жизнь, о каких-то согласованиях идет речь. Или какая-то к вашей уже существующей теме добавляется подтема или какой-то нюанс, когда вам придется с какими-то людьми или с конкретным человеком договариваться. Может быть, эти вопросы будут связаны
у кого-то с недвижимостью. Прекрасное значение, кстати. Как семейное счастье прописано подкова. Мы же знаем, что раньше подкова это было как символ удачи. То есть это удачный какой-то момент, может быть, от этого и зависит осуществление желания. Но это может быть у кого-то напрямую связано с поездкой, перемещением. Но будьте все же аккуратны, потому что, смотрите, у вас совпадает еще и маска. Я всегда говорю, на всякий случай имейте свою маску за пазухой, потому что ведь по маске это те люди, которые как в тени находятся. Или нам говорят что-то такое, что нам приятно слышать. Вот мы можем расслабиться, а может быть человек это делает специально, чтобы ослабить нашу бдительность. Все-таки тут замечтаться не самый лучший выход, мои дорогие, поэтому будьте-ка вы внимательны. А, Видимо, если люди, ну, явно где-то не транслируют, или вы чувствуете, прислушайтесь к интуиции. Если вы чувствуете, что, ну, есть какой-то момент недосказанности, либо вам нужно найти эту недостающую информацию, либо что-то прояснить, может быть, буквально у кого-то узнать, как в отношении вас работает закон, себя, иными словами, обезопасить. Тут все зависит, у кого какие темы, какие вопросы стоят на повестке месяца, или пусть это будет даже где-то несколько дней. Иногда так бывает, 1-2 дня в месяц. Не то, что для месяца это какое-то судьбоносное событие, а даже для нашей жизни имеет какую-то отправную точку. Может быть, и точку невозврата, тут ведь у каждого по-своему. Но вот заставляет задуматься, да, но, может быть, не торопиться с выводами, да, например, если это вообще новое знакомство, ну, где-то тогда допустить, что, ну, тут, наверное, рано делать выводы, надо узнать человека получше, но я, к примеру, говорю, или выяснить, прояснить любой вопрос, не доверять, наверное, а у нас в этот период, в течение декабря мы можем получить кстати, какую-то информацию, к примеру, в районе 12 числа, это может нам казаться, что какая-то пауза, все замерло, ничего не происходит. А вот 21 где-то уже в районе 21 там, как мы получаем итоговый документ или какая-то, знаете, как демаркационная линия в чем-то может быть проведена, или итоговая форма, может быть, это через бумагу, через сообщение. Ну вот, то есть даже я основываюсь не на картах, а на планетарных транзитах, поэтому для кого-то из вас и эти даты тоже могут иметь значение. И пока я с вами говорила, мои дорогие близнецы, смотрю, что у вас еще совпало, но, честно, не вижу больше совпадений. Давайте пойдем дальше. Ну, неплохо так, да? И семейное счастье, или, ну, как раз у нас декабрь, когда вся семья в сборе, или любимые в сборе. Тут есть какая-то возможность, может быть, это какое-то недолгое даже путешествие, которое нас вдохновляет. Но есть что-то доброе, светлое, хорошее, что определенно вас радует. Это так. Поэтому давайте у нас, кстати, колода Таро ангелов-хранителей. Вот мы продолжим на ней наш расклад. Пусть нам ангелы подскажут, какие там события на пороге, с чем или с кем они будут связаны, события будущего. Что ждет близнецов? Что ждет близнецов? Первая карта. Ну вот, наверное, вот так сидели мы на сундучке, ничего не делали. Нам у нас показано девушка, которая придавила так для надежности этот сундучок и думает, что ну вот мне так как-то и спокойно, и уверенно. Конечно, карта будет говорить, что есть что-то в вашей жизни, что, безусловно, вам не просто может пригодиться, а что-то очень важное. И ведь для вас даже в отношениях, например, это надежные люди. И неважно, личная жизнь или это контракты какие-то по работе, то есть в целом окружение, как и социум, так и ближайшее какое-то окружение, именно те люди, на которых вы можете положиться. Иногда эта карта, тут так и прописана, контроль, когда мы все контролируем. Но, может быть, этот контроль где-то отчасти нужно сбавить или оставить критическое мышление, но пока карта, по этой карте ничего не происходит, понимаете? Может быть, и происходят какие-то... Потом давайте достанем еще карту. Когда вас что-то как побудительный мотив, что ждет, вынуждает действовать.
А ведь и правда рыцарь кубков может говорить о встрече, о новом человеке, когда вы можете познакомиться в каких-то ситуациях, когда вы не собирались, может быть, знакомиться или собирались. А может быть, эта карта достаточно, знаете, такая, тут и прописано эмоции, романтика, но еще и мы можем драматизировать что-то. Мы можем драматизировать и вот так вот присесть на сундучке и думать, нет, я еще чего-то подожду. Но, видимо, есть какая-то составляющая достаточно приятная. Нам говорят, вдохновись. Вдохновись каким-то моментом. Да, карта она не располагает на какое-то длительное продолжение. Ну, может быть, вот вам именно вдохновение, бабочек в животе, вот этой романтики, мои дорогие, легкости на подъем. Где-то вы можете чувствовать, вам не хватает. И все-таки это связано с каким-то человеком, когда может быть какая-то встреча. Да тут как будто надо выйти из одиночества. Это для тех, кто сейчас в сольном варианте. Конечно, нам говорят девятка. Вот если мы берем нумерологию, это всегда 9, это перемены. Это вот вы как на пороге. И назад уже не хочется. А хотел бы все контролировать наперед, да, как будто просчитать. А не получается. Поэтому нам и философ, мудрец показан. Ментор буквально. Может быть, и вы будете для кого-то ментором, кто-то из вас именно менторство развивает, кому интересна психология, допустим, да, ну или как коучинг. Вполне вероятно, вы будете изучать что-то в этой области. Я такое допускаю. Но, понимаете, это ведь тот человек, который обладает определенной интуицией и мудростью. А интуиция – это не что иное интеллект и прежний какой-то опыт. Буквально вам прежний опыт помогает не наделать каких-то ошибок. Вот где-то и так, что ждет. Но и если мы говорим, ничто не мешает. Но явно тут надо какой-то контроль, может быть, ослабить частично. Иначе романтики как-то может не прийти, ну согласитесь, все контролируем, значит, это уже, знаете, какой-то шаблон. А может быть, нужно как будто куда-то отправиться. Но я тут вижу возможность именно выйти из одиночества. Давайте узнаем, с чем или с кем будут связаны эти события. А ведь правда праздник, как будто нам карты говорят, близнецы. Ну, праздник какой-то должен состояться. Но вот явно вот эта карта, да, ничего не угрожает, и ничто не, и никто не угрожает. И просто сидим и сидим, да. Ну, конечно, как бы риска нет по такой карте, но и скука. Может быть, это где-то вы внутренне должны на что-то решиться, потому что все-таки как будто разделить праздник с друзьями. Это и работа в команде у кого-то, это дружба сама по себе, тут так она и прописана. И опять же, праздник, фестиджаменту. Но праздник себе нужно устроить, мои дорогие близнецы. Без этого дело на лад никак не пойдет. И все то, что я говорила, не сиди вот так вот сам по себе или сама по себе. Ну, как-то нужно. А вы ведь люди общительные. Ну, может быть, какие-то прежние грустные события или заботы, которые на вас навалились, они пытаются от вас как будто отступить. Отступить, дать вам возможность вот этого праздника. Но если мы начнем вот так вот все чересчур анализировать, то тогда, наверное, мы можем так и подзастрять. Ладно, что ждет вас, что идет на ваш порог, что идет в вашу жизнь. Король жезлов, человек какой-то, это карта харизматичного лидера. Это карта еще и того человека, который словно знает, как нужно сделать. И не обязательно, что это будет король, имеется в виду мужчина. Опять же, по полу карты мы не рассматриваем. Это может быть и женщина, притягательный какой-то человек, обладающий магнетизмом. Хочется с ним дружить, взаимодействовать, может быть, и работать. Может быть, и вы будете куда-то приглашены. И по этой карте, да, мы тут не заблуждаемся. Мы здесь где-то держим, может быть, и контроль, но самоконтроль, может быть, это да. Но как будто праздник должен состояться. Карта говорит все же, надейся сам на себя. Но тут же, знаете, как через новые контакты к вам могут прийти не только вдохновение, романтика или продолжение дружбы, а здесь какие-то планы ваши могут поменяться. Да, вы их будете осуществлять сами, это точно. Но и вам карта предлагает, ты стань вот таким харизматичным лидером близнецы. И это правда, потому что
в вас достаточно таких очаровательных качеств, которые как раз и помогают правильно выстраивать с людьми общение. Может быть, даже легко знакомиться, но это не значит, что все люди братья у нас. Нет, конечно. И вы со мной согласитесь. То есть элемент себя контролировать определенно присутствует, да. Но контролировать это не значит себя вот буквально поместить в какое-то пространство и сидеть в одиночестве. Ну, вот как на сундучке. Да, ничто не угрожает, но и скучно, неинтересно. А между тем тут могут быть какие-то важные встречи. Конечно, нам карта, это у нас четверка воздуха, да, или мы говорим мечей. И тут конкретно прописано, что мы, как знаете, ну и медитация, но мы что-то можем и передумать, как будто и освободиться от каких-то грузных мыслей. Но есть тут еще и такое значение, которое звучит, ну, как в переводе, это словно созерцание. Это как предвидеть. Предвидеть на пару шагов вперед или на какой-то длительный период времени. Поэтому анализировать явно будете, есть что будем говорить, но вторая четверка, как будто вы можете так и не решиться на что-то. Ну, давайте узнаем, так что или кто идет в вашу жизнь? Вот почему-то у вас, смотрите, вы, конечно, можете оказаться с любой позиции любого героя. У нас девушка есть, но всегда семерка воздуха – это всегда недоверие. Это всегда, знаете, какая-то очень сложная наука, когда нас обманули, когда нам предали, или когда с нами как-то очень некрасиво поступили. Буквально девочка, вот так свернувшись калачиком на голой скамейке, заснула. Может быть, она наплакалась и, наплакавшись, уже заснула. Но она словно воин. Меч – это у воина, как символ такой, да? Меч наготове. А мальчик так тихонечко подкрадывается сзади. И вот же незадача. Почему-то мы видим 2 яблока в корзинке девочки, а почему-то 5 яблок в руках у мальчика. Явно мальчик неправильно что-то поделил. И уже раз он так подкрадывается, именно подкрадывается, пока она спит, наверное, боится, мне так кажется, все-таки подходит с тыла, вместо того, чтобы где-то, глядя в глаза. Но, тем не менее, он точно хочет помириться. И я ведь должна сказать, что эта карта подразумевает, что мы договоримся, мы можем договориться. У нас есть шанс такой, как будто сгладить какие-то острые углы и противоречия. Ангел как будто благословляет продолжение отношений. И в этой колоде не на каждой карте присутствует ангел. Вот здесь, смотрите, у нас как будто сам отшельник с крыльями, да? Имеется в виду, это что-то возвышенное, какая-то цель. А так ведь, посмотрите, все дела земные. Но есть какой-то очень важный человек в вашей жизни. Может быть, вы даже находитесь, мои дорогие, с позиции девочки, да? Но кто знает, жизнь наша не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. У кого-то как будто нужно сделать компромисс. Я такого не исключаю. Так вот, кого-то будет, может быть, буквально удерживать. Но некоторая осторожность, опаска или страх быть отвергнутым. Вот, кстати, я такое могу тоже предположить. И вы как не решаетесь. А решиться надо, будет все понятно, да или нет. Все. По крайней мере, вы уже можете тогда перелистнуть следующую какую-то историю, более интересную в своей жизни написать. А кто знает, а может быть, это и вы с позиции девочки все-таки рассмотрите какое-то продолжение. Интересно, а с чем это связано? Вы знаете, тут могла быть связь с каким-то делом, в котором вы долгое время участвовали, и вас подвели. Или когда вы на кого-то понадеялись, а вас опять же подвели. Тут каждый сам за себя. На нас люди воздействуют, но каждый имеет свой интерес. Тут из-за этого складывается какая-то сложность. Может быть, это и усталость у вас, мои дорогие близнецы, но явно какой-то предыдущий период, может быть, у вас был связан, когда вы-то были словно один или одна. Но, тем не менее, вокруг вас было очень много людей. И каждый вот там где-то на своей волне. И вы, кто-то может даже так подумать, что я устал или устала. Мне хочется отойти от этих дел. Карта нам однозначно говорит, что идти-то вперед бы желательно. Все-таки
не дело вот так вот все сохранять только, да, контролировать, ну и тем самым себя где-то как в замкнутое пространство поместить, но всегда иметь запасной аэродром, мои дорогие, когда мы можем отступить. Давайте еще, что ждет. Вы можете узнать, правда, какую-то тайну. Может быть, это тот вопрос, который вы долгое время решали, все не могли понять, к чему это идет. Терпение карты, безусловно, интуиции и мудрости. Где-то перекликается с арканом отшельник. Кстати, здесь правда, с учетом вот этой именно карты в данной колоде, здесь могут быть, знаете, люди, которые друг друга не поняли, поссорились. Поссорились так, что никто не делает шаг навстречу, и ничего не меняется. Тогда будет зависеть от того, кто же этот первый шаг сделает. А может быть для вас такая ситуация, когда вы что-то узнаете об этом человеке дополнительно или по какому-то другому вопросу, и это будет побудительный мотив к радости, может быть, встретиться как раз, или когда кто-то вам откликнется. Я такое тоже допускаю. Ну, давайте какой-то итог. Так, а это к чему все идет? Конечный, как итог декабря. Вот то, что мы думали, мы сами себе, снова карта говорит, искаженного восприятия. Словно поместили вот за эти 8 мечей. Мы себя огородили как бы от каких-то превратностей. Мы заслон как будто, да, преграду поставили каким-то ненадежным людям, ненадежным ситуациям. Но вот ведь в чем путаница у нас? В собственных мыслях. И карта, кстати, тут так и прописана. Либро-арбитро. Это имеется в виду, как мы должны, знаете, как свободный арбитр, как бы свежим взглядом посмотреть на вашу собственную историю со стороны. Аналитика какая-то есть, но она отнюдь не в каких-то рамках. Она больше в мудрых решениях, мои дорогие. Иначе мы рискуем застрять. Так вот, к чему это все идет? Но я тут вижу, что это вы могли быть в такой ситуации. Точно. Смотрите, 12 аркана, ведь правда у кого-то в районе? Или карты, вот мы сейчас достанем еще карты. Потому что там достаточно такие мелкие карты выпадали, за исключением отшельник, вот как пара, да, двух личностей сильных, но каждая на своей волне. Может быть, это до 12 декабря какая-то пауза, когда вы буквально ждете что-то, словно в перевернутом состоянии. Пока не получу какую-то бумагу или решение, я не могу двигаться. Пока я не услышу какую-то новость, я тоже не могу. Так как к чему это все идет или чем это все заканчивается? Ну, дипломатия. Конкретно баланс, мои дорогие. Но это где-то и игра. Она включает в себя запасной аэродром. Хотя не совсем. Тут будет запасной аэродром от того, как вы сумеете договориться. Девочка на тоненькой жердочке как раз старается ни вправо и ни влево. Но когда мы подходим к какому-то делу, что это игра, тогда нам легче идти вперед. Тогда нет, словно вот этого сундука, который мы ни за что в жизни не оставим, мы его потянем за собой. Ну, я это, понятно, аллегорически говорю. Есть какая-то тема для вас очень важная, которая вам покоя не дает или вас держит в тисках. Так она как разрешится за декабрь? Да. Мужество. Вот очень интересно, да, как будто 12 и потом 11. Но вообще 11 это 2 единицы. И где-то нам говорят, что, ну, это есть как минимум одна персона, которая может быть очень важной в вашей жизни, мои дорогие. Карта силы и еще и говорит о том, что ситуацию, как мы спросили, она может разрешиться. Но это нам нужно на что-то решиться. По сути дела, вот этот баланс, который мы должны держать, мы его должны будем какое-то время дальше продолжать. Может быть, словно причесать льва в себе, успокоить. Ведь лев – прообраз нашего эго, наших эмоций. Вы явно с чем-то не согласны. Может быть, это не то, что несогласие само по себе, а когда, ну, желание, вот чтобы было именно так, как вы бы этого хотели. И это возможно, мои дорогие. Но для этого нужно договариваться. Мне кажется, близнецы мои дорогие, вам договориться как нечего делать. Это точно.
Это именно какие-то внутренние предубеждения, опять же, вас держат. Вот где этот забор? Вот он. А по сути дела, на место этого забора должна прийти карта силы. И у вас все получится. Но договариваться придется. Может быть, и использовать какие-то альтернативные методы. Шаг за шагом, вот, видимо, 12-е, да? А потом как будто в конце, может быть, после 12 числа, я говорила 21-го, но это так, если планетарно мы говорим, что-то может убыстриться. Ну, может быть, после 12-го вы уже делаете какие-то шаги или робкие шаги. И все-таки я вижу тут какую-то возможность, когда прежнюю какую-то знакомую историю вы как можете с позиции собственной силы резко изменить. Но, да, решиться самое главное, да. И вот этот лев, договариваться, я говорила, придется. Где-то не давите, мои дорогие, своим авторитетом. Вы ведь можете быть гибче. От этого, я вижу, будет зависеть исполнение желаний. И, может быть, вот это желание, это и будет где-то вот плюс-минус район. Ну, или 21-е, и вы уже словно налегке куда-то можете либо отправиться, либо что-то думать, и как-то у вас быстрее все закрутится. Хотя мы все разные, поэтому, мои дорогие близнецы, перекладывайте на себя. Желание должно исполниться или поехать куда-то налегке, словно, да, вот как этот отшельник, он идет налегке. Для него нет ничего невозможного. Стоит только захотеть. Ну, где-то мудрость ему помогает. Перекладывайте на себя, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я оставлю ссылки в описании под видео для переходов к статьям или на самом ставить на главную страницу. Я думаю, подсказок у вас будет еще больше. Переложите ваши планы на расписание звезд. У меня есть статья, которая как коридор возможностей. И там я использовала и нумерологию, планетарные транзиты, может быть, некоторые даты, которые прописаны в этой статье, вам помогут с чем-то разобраться. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.